Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Главное». В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе, Марина Лагутина. Обсуждаем главные новости Южного Кавказа за неделю. И сегодня у нас в гостях директор Института философии и социологии Азербайджанской национальной академии наук Ильхам Мамедзаде. Ильхам Муалим, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте, рад вас видеть. И мы вас. Главным событием этой недели стал саммит лидеров СНГ, который прошел в Москве в понедельник, и во вторник встречались сначала министры иностранных дел, затем главы государств, и приехали все лидеры всех стран Содружества. Но главный фокус в этой встрече, если так можно сказать, был уделен странам Южного Кавказа, потому что президент России Владимир Путин провел всего 2 двусторонние встречи, и это были встречи с лидерами Азербайджана и Армении. Сначала он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. И вот хотелось бы сначала поговорить о том, почему именно такой фокус на Южном Кавказе сделал российский президент, и больше никаких других встреч не проводилось, и насколько вот сейчас для России актуальна именно эта тема. Ильхам Муалим, пожалуйста, ваше мнение. Нам было очень приятно из Баку наблюдать за встречей президентов, за встречей в рамках СНГ. Внимательно мы слушали выступления и президента России, и нашего президента Ильхама Алиева. Много было интересных моментов. Может быть, среди некоторых, я скажу, предполагаемое участие российского президента на КОП-29. Это важная, на мой взгляд, задача. Интересно было услышать о участии на 80-летии победы над фашистской Германией наших республик, и в частности Азербайджан. Эти моменты, они общеинтересные для нас по разным причинам. Теперь, почему только встреча, в общем-то, с Азербайджаном и Арменией? На мой взгляд, это, конечно, не истина в последней инстанции, но тем не менее. Я так понимаю, что для России Южный Кавказ важная точка в общем-то, на карте. Здесь и коммуникации, здесь и мирный договор, здесь и, в общем-то, попытка Армении уходить то от России, то к России. Вот такое лавирование, скажем так. В принципе, как будто бы вот здесь есть опасность изменения конфигурации в Южном Кавказе. Мы также знаем, что, в общем-то, определенные силы, но имеют большие планы на Южный Кавказ, на Армению вначале. Это все как бы имеет место быть, и поэтому Южный Кавказ сегодня для России интересен. Для Азербайджана Россия всегда интересна. Мы союзники, был подписан договор. У нас все время растет, и об этом отмечали и президенты и России, и Азербайджана. Товарооборот растет, бизнес-планы большие. Эти планы касаются всего спектра взаимоотношений. Поэтому для Азербайджана любая встреча с президентом России – это особый момент в его политической, скажем так, повестке дня. Насчет Армении мне, конечно, говорить будет сложно, но тем не менее я могу сказать, что для Армении это тоже может быть как бы один шаг назад, 2 вперед, или наоборот, 2 шага вперед, 1 шаг назад. Вот скажу так. Учитывая, что армянская элита, премьер-министр, все время ведет такую политику лавирования, для него тоже встреча имеет определенное важное значение. Эти моменты в отношениях с другими государствами СНГ не столь, может быть, остры, может быть, не являются сегодня таким, значимым, при всей их значимости и для России, и для стран СНГ, которые там присутствовали. Видимо, вот сейчас Южный Кавказ, очень важный момент на карте, причем для всех сторон. Понятно, что очень неспокойно и рядом с Южным Кавказом. Здесь ситуация напряженная, речь идет о возможности больших конфликтов.
И по большому счету в этом плане Южный Кавказ сегодня как бы зона рядом с неспокойствием, с неспокойным Ближним Востоком. Поэтому это тоже добавляет, в общем-то, какой-то опасности. Ну и есть еще вопрос Зангезурского коридора, который важен для всех стран, ну как минимум для Азербайджана, Армении и России. Да, и это тоже где-то актуализирует вот эту встречу руководителей, это по-старому, элит, представителей элит этих республик. Вот как-то так может быть. Но еще я отмечу какой момент. По настроениям президентов, я так понял, конечно, дело было после дня рождения президента России, это событие для всех, наверное, они вместе сотрудничают, но, наверное, это тоже добавляло, в общем-то, особое ощущение вот важности встречи именно России, азербайджанского и армянского премьер-министра и азербайджанского президента Ильхама Алиева. Вот как-то так я бы сказал бы. Спасибо, Ильхам Алим. Гия, вот уже очень интенсивные контакты. То есть Владимир Путин летал в Азербайджан совсем недавно, теперь Ильхам Алиев прилетел к нам, и через 2 недели буквально будет саммит БРИКС, куда снова прилетит в Казань Ильхам Алиев, и Пашиняна тоже пригласили, вот Путин пригласил на вчерашней встрече, поэтому не знаю, прилетит или нет, но контакты действительно очень интенсивные. Вот ваше мнение, почему такой фокус на Южном Кавказе? Я думаю, что много причин. Во-первых, я все-таки бы обратил внимание, что достаточно давно между Россией и Азербайджаном сложились очень хорошие отношения. Да, есть проблемы, да, есть силы, наверное, которые пытаются, да, каким-то образом вот это взаимодействие, это сотрудничество подрывать, там какие-то вставлять палки в колеса и так далее. Но на мой взгляд, а я внимательно слежу за Южным Кавказом, на мой взгляд, абсолютно поступательно, абсолютно прогнозируемо две страны установили очень хорошие отношения. На мой взгляд, беспрецедентно хорошие, если говорить о постсоветском пространстве. Да, это можно, единственное, я всегда говорю, это Россия, Белоруссия. Да, и следующее, вот если на постсоветском пространстве говорить, конечно, по всему комплексу тех взаимодействий, которые существуют и в экономическом, и в культурном, и в вопросах безопасности, и природопользования. Я могу перечислять очень долго. И, что очень важно вообще в мировой политике, это прекрасные отношения между двумя лидерами, между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным. Это видно невооруженным глазом. Да, это то, что мы видели и на этом саммите в том числе, да, по тому, как обращаются друг к другу президенты. Видно, что они доверяют друг другу, видно, что те слова, которые президент Путин говорил о Ильхаме Алиеве, когда он говорил, что да, это человек, который отстаивает национальные интересы своей страны, но он, если мы о чем-то договариваемся, я абсолютно уверен, что это так и будет. Это очень важно во взаимодействии. Поэтому, вот мне кажется, исходя из этого, как раз и нужно рассматривать именно взаимодействие двух стран. И вот эти частые встречи, потому что есть о чем говорить, а главное, есть доверие. Это чего, к сожалению, нету между многими странами Содружества. И не только между теми, у которых были исторически, да, какие-то проблемы там, с 90-х годов. Вот. Что касается Южного Кавказа, вот первый вопрос вашего, Марина, по поводу того, почему так в эпицентре. На самом деле, действительно, и для России, я думаю, что и для многих стран, и вне региона, но особенно региональных, Южный Кавказ сейчас очень важен. Потому что, с одной стороны, вроде мы видим какую-то стабилизацию, это да, какой-то переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией. Мы видим, что есть какой-то переговорный процесс, пускай подспудный, но все-таки между Грузией и Россией. Прекрасные отношения между Грузией и Азербайджаном. Есть некая стабильность и есть такая стержень, на который можно уже, да, или фундамент, на который можно что-то возводить. Но для этого нужен мир в регионе. В нем, я продолжаю настаивать на этом, в нем заинтересованы практически все страны региона. Вернее, все страны региона. Они заинтересованы в стабильном Южном Кавказе. Это можно сказать и про Иран, и про Турцию.
если Иран раньше, да, мы по-разному, да, относились к тому, как он влияет на ситуацию в Южном Кавказе, то, исходя из того, что уважаемый Ильхам говорил по поводу нестабильности на Ближнем Востоке, сейчас и Иран заинтересован, чтобы Южный Кавказ оставался стабилен. Вот. И как раз другие силы, которые в этом не заинтересованы. Как раз те, которые сейчас пытаются Армению каким-то образом, да, и накачать оружием, и двинуть ее в сторону новых конфликтов с соседями, ну, прежде всего, конечно, с Азербайджаном. Мы видим абсолютно деструктивное поведение Запада по отношению к выборам и выборному процессу, который в Грузии сейчас происходит. Поэтому мы видим, да, две стороны. С одной стороны, желание установить какой-то более-менее хотя бы, да, стабильный мир на Кавказе, на Южном Кавказе, и с другой стороны желание его дестабилизировать. Мне кажется, вот исходя из этого, как раз важность Южного Кавказа и подчеркивается, в том числе и для стран Содружества. Ну вот как раз хотелось бы вот эту мысль про Иран продолжить, потому что в итоге встречи Путина и Пашиняна было оговорено, что с января 2025 года на армяно-иранской границе больше не будет российских пограничников. Там будет осуществлять контроль только армянская погранслужба, вот. Но при этом российские пограничники останутся на турецко-армянской границе. И нет ли здесь такого, что как бы Пашинян приехал договариваться о том, чтобы ему освободили от России, так скажем, вот этот участок, потому что его попросили об этом какие-то, ну, его западные друзья, потому что мы сейчас видим, что происходит вокруг Ирана, и насколько вообще эта тема сейчас очень важна для безопасности региона. Вот, Ильхам Муалим, как вам кажется, как вообще вот уход российских пограничников с этой территории может сказаться на безопасности Азербайджана и региона в целом? В принципе, это вопрос непростой, это понятно. И дело не конкретно связано, может быть, с Ираном, дело скорее с Арменией и ее попытками, в общем-то, ориентироваться иногда на реваншистские силы. И иногда ее как бы накачивают оружием. Это ясно. Поэтому все, что касается границ Армении с соседними государствами, в первую очередь, конечно, с Ираном, это большая граница, это нас не может где-то вот не, ну, если не настораживать, то беспокоить. Беспокоит точно. А с другой стороны, Азербайджан, в принципе, нередко, достаточно часто в своей истории полагается на свои силы, на своих союзников. И поэтому, может быть, уход одного из союзников с границы тоже, в свою очередь, не может не, ну, во всяком случае, если не беспокоить, то, в общем-то, давать вопросы, а почему? То есть самое главное, значит, возникает вопрос, почему в данный момент сейчас вот это происходит. На этот вопрос надо искать ответ. Я буду неправ, если скажу, что этот ответ у меня есть, но я считаю, что этот вопрос имеет вот такое значение. Дело в том, что мы знаем, что, ну, это не секрет или секрет Полишинеля, Франция и Соединенные Штаты имеют свои особые интересы в Армении. И поэтому вот такой странный уход России из этого, в общем-то, важного места, ну, не может не удивлять, и в частности всех, и в частности и Азербайджан тоже. Но мы рассчитываем, что, в общем-то, ну, как бы с этой ситуацией придется всем сообща справляться. Вот как-то так, я скажу. Спасибо, Ильхам Муалим. Ну, действительно, может после ухода российских пограничников там, ну, появиться новые силы, как наблюдательная миссия ЕС на границе Армении и Азербайджана, может ли она переместиться вот туда, ближе к Ирану? Я бы не придавал такому большого значения. На мой взгляд, это все-таки больше символичная такая. С одной стороны, Армения подчеркивает Ирану, что вот здесь будут стоять наши силы, и пытается тоже показать, с другой стороны, что они независимы, западным своим друзьям, там, что они независимы от, значит, влияния России там, и так далее. Мне кажется, что сейчас дергать за усы иранского тигра, льва, не знаю кого, Армении, ну, точно не с руки.
Даже если их очень сильно попросят об этом их западные друзья, они гораздо больше проигрывают, чем выигрывают в данной ситуации. Но если гипотетически предположить, что они могут разместить там какие-то разведывательные, да, там, или какие-то там наблюдательные вещи, или, там, ну точно они не будут там размещать какие-то ударные силы там, или аэродромы подскока там, или еще что-то из военной вот такой терминологии. Вот, ну, чисто номинально, может быть, это выполнено, но сейчас рассматривают, что Армения вдруг, да, там, ни с того ни с сего предложит свою, не самую большую территорию, значит, для того, чтобы атаковать или каким-то образом, да, там, играть против Ирана. Думаю, что в том положении, в котором сейчас геополитическом и геостратегическом, в котором находится Армения, ну точно это не в ее интересах, мне так кажется. Вот. Скорее это ну, так же, как пограничники российские в международном аэропорту Звартноц. Да, вот эти. Обратите внимание, турецкая граница, да, как бы это все равно, с турецкой границей они пограничников не убирают. Здесь их самостоятельности и суверенности как-то не хватает, видимо, для этого. Вот, поэтому мне кажется, что это все-таки такие. Да, наверное, за этим может что-то стоять, безусловно. Сейчас мне трудно, не обладая там всем блоком информации по этому поводу. Может быть, что-то за этим и стоит, как это. Но что-то из ряда вон выходящего и прямо такого стратегического, я думаю, что вряд ли. Встреча Ильхама Алиева и Николы Пашиняна такая прям переговорная не состоялась, как заявил российский МИД, не согласовали с одной из сторон. Дальше думайте сами. Последний раз вообще Ильхам Алиев и Никола Пашинян вели переговоры в феврале этого года в Мюнхене. После этого начался очень активный процесс делимитации, демаркации границы, мы знаем. Вот. Но была встреча министров иностранных дел Азербайджана, Армении, и вот все продолжается разговоры о том, что вот-вот давайте интенсифицировать процесс согласования мирного договора. И вот хотелось бы поговорить о том, может ли Москва стать той площадкой, на которой в итоге будет подписан этот договор, и затрагивались ли эти темы при личном общении Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Вот, Ильхам Алим, ваше мнение? Вы знаете, видя отношения нашего президента Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина, я так думаю, что это, в общем-то, вполне возможный ход, вполне возможно, чтобы Азербайджан, во всяком случае, ничего не имеет против подписания мирного договора в Москве. Это факт. Но есть один момент, важный, на мой взгляд, по крайней мере, я так вижу, так понимаю, и со мной многие согласятся, наверное. В армянской конституции есть статья «Претензия на азербайджанские территории». Вот Азербайджан не может подписать договор с претензией на свои земли. То есть мы отмечаем свой суверенитет территориальный. Поэтому мирный договор обязательно предполагает снятие претензий на чужую территорию. Кстати, я так понимаю, что в армянской конституции есть претензии не только к Азербайджану. В данном случае речь идет и о Турции. Поэтому я так понимаю, что этот вопрос непростой. Как-то где-то премьер-министр Армении говорил, что это долгий процесс, предлагал вначале подписать, а потом запустить и так далее. Но наша история взаимоотношений с Арменией как бы не располагает вот такому как бы доверенности. Но есть доверенность между Азербайджаном и Россией, между президентами наших стран, вот как-то так. То есть против Москвы вряд ли что-то может иметь Азербайджан для подписания, тем больше, что трехсторонний договор тоже подписан, и по большому счету все три стороны как бы реально у власти и могут бы подписать в Москве. Но вот есть заковыка. Вот она в том, что в армянской конституции есть претензия на нашу землю. Кстати, я уважаемому Гии, я правильно говорю? Да, все правильно, спасибо. Очень уважаемому Гии скажу, что, вы знаете, так как бы вопрос такой. Сегодня то, что происходит на Южном Кавказе, так же, как и в любой точке
мира. Это как бы фундамент, основание того, что произойдет завтра. То есть сегодня можно вдруг захотеть что-то быстро сделать, но завтра это может выстрелить. И мы в своей истории, да и Россия в своей истории с этим сталкивалась. Поэтому, казалось бы, вопрос, который можно было бы из хороших взаимоотношений вдруг сделать, надо подумать. Поэтому, например, уход с границы, даже если это не полный уход, тем не менее, это вот фундамент следующего какого-то шага. И мы его, конечно, можем не видеть. Ну, мы как бы смотрим, а кто-то делает. Но все-таки надо думать, что каждый шаг, за ним что-то стоит. Вот как-то так я бы сказал. Поэтому вот я думаю, что против Москвы никто не имеет в Азербайджане никаких претензий, никаких вообще, только хорошие отношения. Наши президенты это, по-моему, ну, образец отношений двух государств. Наши планы огромные, и мы надеемся, что все они реализуются. Но вот есть этот момент конституционных претензий, он нас не может не беспокоить. Опять именно потому, что сегодня это шаг, а завтра это уже основание следующего шага. Это нас беспокоит. Нет оснований доверять. Очень много, вы знаете, я как-то где-то говорил, повторюсь, может быть, Армения очень часто в регионе Южного Кавказа выступает как проводник интересов других стран. Азербайджан в этом плане старается видеть свой интерес с учетом интересов остальных сторон. И вот это большая разница. Я иногда даже называю Армению как засланный казачок на Южный Кавказ. Вот очень часто они себя так ведут, что вот как бы могут вдруг как-то что-то сделать. А вот как-то так я бы ответил бы. Спасибо, Ильхам Алим. Ну вот действительно, то, что нет никаких возражений, там, может быть, у двух сторон, но мы знаем, что у Армении могут быть возражения, но при этом на встрече Путина и Пашиняна много говорилось о том, насколько Россия вообще важна для Армении, какой рекордно высокий товарооборот в этом году будет между странами, и то, что Россия является главным как бы сотрудником, ну, как бы, главным партнером Армении в экономике, это 100%. И вот интересно, в личной встрече, когда был тет-а-тет, и мы всего этого не видели, мог ли этот аргумент повлиять, ну, как бы быть таким рычагом давления со стороны Путина на Пашиняна, как раз, чтобы вот решать такие моменты, то есть проводите референдум, исправляйте Конституцию и подписывайте мирный договор. Ну, мы можем только гадать здесь, да, что там происходило, и догадываться примерно по настроению там, президентов и премьер-министра там, о том, что происходило. Я бы вот на что обратил внимание. Ну, во-первых, по поводу вот, реплики уважаемого Ильхама, по поводу пограничников. Вы понимаете, я абсолютно согласен с тем, что да, конечно, какие-то шаги, они могут иметь потом последствия, и наверняка я сказал, что до конца, не обладая всей информацией, трудно. Я по поводу того, что сама Армения может извлечь из этого, да, и что она извлекает вот на этом шаге. Вот. Что касается нахождения российских или не нахождения российских пограничников, все-таки, вы знаете, с другой стороны, это суверенное дело Армении, да, кто у нее будет стоять на границах. И если бы Россия стала бы возражать и делать это было бы, ну, согласитесь, не очень красиво с ее стороны. В свое время это же был тоже такой шаг, да, который был, собственно, сделан в интересах Армении, потому что, ну, состояние пограничных войск там это оставляло желать лучшего. И мы видим, что еще до конца это не изменилось, так как граница с Арменией с Турцией остается под... Но то, что это может иметь последствия, здесь я абсолютно с уважаемым Ильхамом согласен. Что касается Армении и России, я очень внимательно от начала до конца послушал выступление премьер-министра Армении Пашиняна, собственно, на заседании. Вот. Оно практически на 100% было посвящено вопросам как раз мирного договора с Азербайджаном. И мы можем сразу выделить два вопроса, которые и являются главными. Это, во-первых, вопрос конституционный, да, изменение Конституции Армении.
Он сказал, что премьер-министр Армении, что вот комиссия конституционная сказала, что если мы подпишем мирный договор, то, значит, это будет абсолютно соответствовать Конституции Армении. Что нет никакой там этой. Ну, здесь вот опять вопрос доверия. Потому что может потом возникнуть другая комиссия, которая скажет, нет, вы знаете, та комиссия ошиблась. Эта комиссия гораздо серьезнее, более комиссионная. И поэтому давайте-ка мы все это. Конечно, мирный договор, если у одной из сторон есть претензии к этому, что да, надо садиться и решать этот вопрос. Этот вопрос краеугольный в мирных переговорах. Не может быть такого, если одна сторона обеспокоена тем, что в главном законе другой страны есть территориальные претензии к ней. Как она может подписать всеобъемлющий мирный договор? Так же, как она не может подписать, что вот все время Пашинян тоже опять давил, давайте подпишем то, что согласовали. Как можно подписать это, если есть важнейшая вещь, которая дезавуирует все то, о чем договорились? И второй это вопрос Зангезурского. Ну, Пашинян опять ничего нового не сказал. Он опять сказал, мы готовы, там все предоставить, нам мы заинтересованы, но мы должны все контролировать. Там, это. И нет никакого, мол, в договоре 2020 года, нет никакого упоминания, значит, третьей стороны, которая должна осуществлять контроль. Что неправда. Да, можно поднять документ и его прочитать. И там есть абсолютно четкое указание. Трактовки это уже другой вопрос. Но Пашинян в данном случае, ну, не совсем, мягко говоря, не совсем честен. Вот. Поэтому я вижу, что вот мирные вот эти все усилия, они сейчас упираются вот в эту проблему конституционного изменения Конституции и референдума. Что касается там, если рычаги давления на Армению, безусловно, есть. Ну, конечно, есть. Да, там, при всем желании Армении уйти на Запад там, и как-то с помощью Запада что-то решать, вы понимаете, я тоже когда внимательно наблюдаю, вот если плохая погода на границе между Грузией и Россией, то Армения теряет миллионы долларов сразу же. Потому что застревают те товары, которые идут, значит, что-то транзитом, что-то еще каким-то, да, что-то из самой Армении, понимаете? Когда есть такая зависимость от транспортных коридоров другой страны, третьей стороны, да, там, когда есть такая зависимость экономики, когда есть зависимость даже от международных отношений, потому что мы же понимаем, откуда такой рост взрывной экономически в товарообороте между Арменией и Россией. Нет, Армения не стала выпускать что-то там выдающееся, что очень нужно в России. Нет, понятно же, что мы понимаем, это несколько другого происхождения имеет этот товарооборот. Поэтому, конечно, есть. Конечно, есть, и я думаю, что, конечно, это все используется. Вот, идет большая игра. Но я еще раз подчеркиваю, да, даже тем людям, которые так вот критически ко всему это относятся, в том числе и к азербайджано-российским отношениям, когда пытаются говорить, что вот кто-то больше уступает или что-то. Нет, идет очень большая работа как раз по тому, чтобы сохранить мир в этом регионе, в котором кровно заинтересованы. Не потому, что мы хорошие, не потому, что мы такие замечательные, хотя и это есть, вот, а потому, что мы кровно заинтересованы в этом. Это в наших интересах. В отличие от других стран, внерегиональных, которые заинтересованы в другом. Ну, то, о чем я говорил в начале нашей программы. Спасибо, Гия. Ну и завершить хотелось бы такой культурной частью наш разговор. Это о том, что было принято решение, что в следующем году культурной столицей СНГ станет Лачин, спортивной столицей СНГ станет Гянджа. Поздравляем Азербайджан с этим. И вот в том числе хотелось бы обратить внимание, что и глава Армении также подписался под этим документом о том, что вот будет Лачин культурной столицей. Вот, Ильхам Муалим, какое символическое значение вообще имеет это для Азербайджана и в целом для нашего пространства такое решение? Большое значение, и я буду в этом деле не оригинальным, потому что Лачин – это территория, которую Азербайджан вернул. Это территория, которая граничит с Арменией и которая была оккупирована Арменией. В этом плане для нас очень важно,
что она объявлена культурной столицей СНГ в 2025 году. Это большое значение. Это значение имеет потому, что все СНГ признало результаты в каком-то смысле нашего возвращения на свои территории. Это, по-моему, очень важно. Но это важно, на мой взгляд, и для Армении самой тоже, потому что, в принципе, я думаю, в этом деле будет, может быть, уже оригинальность, в данном случае моя. Она в том, что чем быстрее Армения поймет, что ее будущее позитивное, нормальное, связанное в нормальных отношениях со всеми региональными странами, и в первую очередь с Азербайджаном и Турцией, потому что от хороших ее отношений с этими странами зависит ее, в общем-то, ну, скажем так, самоощущение. И, конечно, с Россией, это тоже. И, конечно, с Ираном. Но в первую очередь, почему с Азербайджаном? Да потому что она 30 лет оккупировала земли. И это могло бы вызвать большой всплеск ненависти у них и ответной ненависти у нас. Ну, много всяких может быть перепалок на границе, да? Каждый из которых может быть опасный. А вот признание Лачин культурной столицы, азербайджанский город Лачин на границе Азербайджана и Армении, это шаг может приобрести вдруг неожиданно какое-то символическое большое значение не только для всего СНГ, но в первую очередь для Азербайджана и Армении. В первую очередь для Азербайджана, но и для Армении. Вы знаете, вообще в принципе сейчас в мире много конфликтов, но единственный конфликт, может быть, я чего-то не знаю, но единственный конфликт, который разрешен и который имеет шанс на будущее его пролонгирования, разрешенность, это вот конфликт из-за Карабаха. В этом плане, я считаю, значение Лачина велико, и очень здорово, что все страны СНГ это понимают, раз подписывают, раз принимают, и в частности, и в данном случае это может быть значимо и для Армении тоже. Потому что, ну, сколько можно враждовать, сколько можно претендовать на земли соседей? Куда лучше наладить хорошие отношения, открыть коридоры. В принципе, я вас уверяю, никто не претендует на земли Армении. Ну, просто ей надо перестать претендовать на территории своих соседей. Вот как-то так, я бы сказал. Лачин очень красивая природа. И Азербайджан очень многое сделал для того, чтобы убрать многое из того, что было нанесено ущерба Лачину. Там строится, там, ну, неплохо идет эта работа. Хорошо идет, я бы даже сказал. Вообще я вам скажу, что вот я так смотрю, вот такая реальная работа по превращению, в общем-то, мест, где были только мины и разрушенные дома, место, где хочется бывать, где хочется отдыхать и так далее, работать, то это, в общем-то, надо признать, Азербайджану где-то удается, хорошо удается. И мы надеемся, что это будет как бы и дальше продолжаться. Вот так как-то. Важнейшую вещь, уважаемый Ильхам сказал, важнейшую, которую обязательно надо зафиксировать, это что действительно. Это, пожалуй, единственный конфликт там, в этом веке, который еще с прошлого идет. Да, самый старый конфликт еще в Советском Союзе, который зародился, который близок к своему разрешению. Это действительно так, и это невероятно положительный опыт, который создается. Если его закрепить еще, да, и действительно установить уже окончательный мир, это было бы просто действительно историческим абсолютно событием. Что касается Лачина, я недавно совсем был в Лачине, это потрясающе. Он, на мой взгляд, так он вообще полностью сейчас восстановлен. Это очень красивое место, очень красиво его восстановили. Он производит невероятно, прям жемчужина. Вот. Что касается вот того, как происходит восстановление, я надеюсь, что уже совсем скоро, вот, уже последние там монтажные у нас остались монтажные часы для того, чтобы закончить вот этот фильм, который буквально там, да, месяц
там, меньше месяца назад вот мы были в командировке, все это сняли, и там как раз вот речь пойдет и о том, как все восстанавливается, и как было раньше, и как стало сейчас, и как раз минная проблема, и это все вот в этом фильме будет. Я надеюсь, что его посмотрят, и людям будет очень интересно. Спасибо большое, Гия, спасибо большое, Ильхам Муалим. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был директор Института философии и социологии Азербайджанской национальной академии наук Ильхам Мамедзаде. Спасибо за интересный разговор. Вам спасибо, рад вас видеть. Спасибо за внимание. Спасибо. До свидания.